Всем привет! Мама дорогая, держитесь все! Как говорит мой тренер, можно одну конфету с кофе и только утром. А лучше вообще без сладкого. Ха! Улыбнулась жуткая сладкоежка и решила, что точно попробует все, что сегодня приготовили. Сегодня продолжаем рубрику «Инстаграм-рецепты разных стран». Вас ждут несколько рецептов трюфелей. Корейские, сыроедческие и наш собственный рецепт. Подписывайся и приятного просмотра. Начнем с двух простых корейских рецептов. В первом варианте вливаем в тарелку 150 граммов сгущенного молока, которое мы разогрели в микроволновке в течение 30 секунд. К ней добавляем в 4 захода 40 граммов просеянного какао. Добавляем и перемешиваем. Добавляем и перемешиваем. Тару устилаем пищевой пленкой и выкладываем в нее тягучую сладкую массу. Запечатываем. Равномерно распределяем пальцами шоколад и отправляем в морозилку на 1 час. Сразу замешиваем второй вариант, только в соотношении 2 к 1. Берем 100 граммов сгущенного молока, разогретого в микроволновке, и 50 граммов какао. Замешиваем шоколадную массу точно так же, как и в первом варианте. Как только консистенция становится более плотной, прибегаем к помощи рук. Заворачиваем пленкой и отправляем в морозилку на 1 час. Теперь переходим к сыроедческому трюфелю. В нашем случае мы делали с обычным черным шоколадом. Но в идеале использую сыроедческий шоколад, который можно либо купить, либо сделать самостоятельно из настоящего какао-масла и тертого какао. Итак, для трюфеля необходимо 200 граммов любого шоколада, 100 мл кокосового молока и 20-30 грамм кокосового масла. Важно, чтобы молоко имело 15-20% жирности. Шоколад отправляем на водяную баню. Далее его обязательно следует остудить до теплого состояния, и только потом добавляем молоко и растопленное масло. Иначе кокосовое молоко свернется. Хорошо перемешиваем до однородности и убираем в холодильник на 1 час или в морозилку на 15 минут. Возвращаемся к первому варианту. Притрушиваем поверхность какао и выкладываем охлажденную массу. Сверху шоколад посыпаем, равняем края и делим на равные порции. Делаем нужную форму и сразу переходим ко второму варианту. Масса получилась плотная, поэтому разрезаем ее ножом. Немного размягчаем теплом рук, в середину кладем орех и катаем шарик. Обваливаем конфеты в какао или в японском чае матча. С сыроедческими трюфелями пришлось повозиться, так как они быстро таяли в руках и плохо лепились.
Поэтому позже мы пришли к выводу, что проще было бы шоколадную массу расковырять ложкой на более мелкие кусочки. Далее кое-как сформированные шарики отправляем в холодильник на 15 минут. И только после этого охлажденный и присыпанный какао-трюфель легче подогнать под правильную форму. И, наконец, наш рецепт. К 100 граммам растопленного и, помните, теплого шоколада добавляем 25 мл кокосового молока жирностью 15-20%. Из получившейся густой массы мы сразу формируем шоколадные трюфели и обваливаем их в кокосовой стружке. И вот он, долгожданный момент. Приступаем к дегустации. Первый вариант напоминает ириску. Она такая же тягучая, прилипает к зубам и невероятно вкусная. Второй вариант для меня однозначный фаворит. Плотный шоколад, неприторно-сладкий и с орехом. А трюфель в чае матча, о котором гудит весь интернет, честно говоря, на любителя. Что могу сказать о сыроедческом трюфеле, который оказался самым сложным в приготовлении? Он мягкий, нежный, с кокосовой ноткой. А о нашем рецепте ждем ваших отзывов. Приятного аппетита и до вкусных встреч!